we'd just share a little bit. Вместо синхронного перевода у нас будет последовательный перевод для того, чтобы можно было легче общаться, легче делиться информацией. Everyone's on board. Wonderful. So I'm Digby White, and I am the chair of the World PAX Academy. Меня зовут Digby White, я представляю Академию World PAX. And I think we have an interesting mix of people here that might get different value from this discussion. У нас здесь присутствуют разномастные, интересные люди, которые каждый может по-своему ценный вклад внести в наши беседы. So, what this discussion is about is I'm going to introduce the Academy and what it does for a few minutes. Сделаем следующим образом. Сначала я представлю вам нашу Академию и поведаю вам о нашей деятельности. And part of what it does is support professionals, become professionals. И, собственно, одна из задач нашей Академии – это поддерживать профессионалов в том, чтобы они могли развивать свои профессиональные навыки, становиться еще больше профессионалами. Through recognizing the qualifications and experience of professionals. Как мы это делаем? Мы на официальном уровне признаем и отмечаем квалификации и профессионализм профессионалов. And this is in the area of parks, open space and recreation. Собственно, все это происходит в части парков, открытых, городских пространств и рекреации, зон отдыха. But if that is not your profession, you can think how it would apply to you. Но если вы не совсем этим занимаетесь профессионально, то подумайте о том, как то, о чем я вам расскажу, может отнестись или относиться к вашей профессии, быть связанным с вашей профессией. What are the skills that would make you a good professional in your area? Какие компетенции могут помочь вам развить ваш профессионализм в той деятельности, которой вы занимаетесь. So let's take a look at the academy. Давайте теперь познакомимся с академией. Давайте все удобно устроимся. У меня работает кликер. Well, I think you have pointed at the laptop. Yeah. Excellent. It is a partnership between Indiana University and World Urban Parks. Данная академия является, собственно, основанной на партнерстве между университетом штата Индианы, или Indiana University, и организацией World Urban Parks. And it has a board responsible for it, appointed from those two organizations. И в обе эти две организации назначают ответственных людей в совет директоров. These are academics and practitioners. Чем же занимается наша академия? We've talked about recognizing professionals and their skills. Я уже упомянул, что мы на официальном уровне признаем, собственно, заслуги профессионалов и их квалификации. And we're calling those skills competencies. И их навыки. Их навыки мы обычно называем компетенциями. And the range of these competencies would span the sector of parks, recreation and open space. Not everybody would have all of the skills. И, собственно, здесь не подразумевается, что у каждого или у одного отдельного лица должны быть все навыки или компетенции. Соответственно, в список данных компетенций входит все то, что связано с парками, с открытыми пространствами, с городскими пространствами, прошу прощения, и рекреацией. And the same way, you can apply those skills or competencies to a university qualification. И также на уровне университетских квалификаций данные навыки и компетенции можно реализовать. So we can also say that a university's degree has merit, has international recognition because it has those competencies.
those skills, it teaches those skills. И, соответственно, степени, которые выдаются, ну или дипломы, можно начать назвать, которые выдаются университетом, они признаются на международном уровне. Соответственно, все эти навыки и компетенции признаются на международном уровне. The Academy has a range of partnerships, and we'll talk about that. Также наша академия состоит в нескольких партнерствах, и чуть позже я этим коснусь. And it also supports knowledge sharing, particularly over the internet forums. Также мы стремимся и поддерживаем обмен знаниями, особенно в чатах вот на таких форумах. So we have two levels of certification or recognition of professionals. Собственно, в нашей академии присутствует два уровня сертификации или же два уровня признания профессионалов. One is at the national level and the other is at the international level. На национальном и на международном уровне. There are probably only, you could count on one hand the number of national associations that have a certification program. Собственно, пальцев на одной руке будет достаточно для того, чтобы пересчитать количество национальных или государственных ассоциаций, у которых есть соответствующая сертификация. That recognize professionals. Которые, точнее, предоставляют услуги сертификации для профессионалов и деятельности. So the Academy recognizes those countries and it provides an opportunity online for a professional in any country to become certified. Собственно, наша академия как раз и работает со странами, некоторые из которых указаны на слайде, и онлайн человек, профессионал, может пройти соответствующую сертификацию. So at the national level, there is a certified parks professional. На национальном уровне мы предоставляем сертификацию типа CPP, которую можно перевести как сертифицированный профессионал в части парковой деятельности. And that's based on 11 competencies. Сюда включаются 11 компетенций. That you can see here. Все они представлены вот на данных листах перед вами. And there is also an international level for those people who are advanced and start to interact internationally, as you are here in this Congress. Собственно, также предоставляется и международный уровень для, условно говоря, более продвинутых людей, которые выходят на новый уровень и начинают взаимодействовать на международном уровне. Ну, собственно, как вы делаете в рамках данного Конгресса. Now, what the Academy can also offer a service to national associations to tailor the certification and jointly brand it so that there becomes a national certification in that country. Мы также оказываем дополнительную услугу национальным ассоциациям. Мы можем предложить, собственно, услуги сертификации какой-то отдельной стране, соответственно, подстроить данную сертификацию под реалии данной страны, и, соответственно, наша сертификация таким образом может быть принята в этой стране на национальном уровне. So those people there, they are from the French National Association for Park Management. Люди, что представлены на данной фотографии, они все сотрудники Национальной ассоциации управления парками. They are doing the Certified Parks Professional fronts. И, собственно, их сертификация называется сертифицированный профессионал в области парков, по французски Certified Park Professional France. And the Academy offers that for free online, and the association provides a French translation for their members to be able to do that.
И, собственно, Академия данную услугу оказывает бесплатно, онлайн, и, соответственно, Национальная ассоциация вакансий в данном случае предоставляет услуги перевода нашего контента для того, чтобы сертификация могла быть проведена во Франции. So any of you in the sector, from any country, can go online, and if you have the qualifications and experience, you can become certified. Собственно, для того, чтобы получить сертификацию, как вы уже проделали данные страны, что представлено внизу, все это можно сделать онлайн. Соответственно, если у вас есть надлежащий должный опыт и квалификация. worldparksacademy.org parkacademy.org – это наш сайт. Там вы можете пройти. Sorry, can you repeat the web address of your academy? worldparksacademy.org. Oh, world. Yes. Сейчас запишу. Put it up here. Сейчас отключается. Find it online. Можно вот по адресу нас найти онлайн. So it is competency based, it is skills based. Собственно, данная сертификация, она основана на компетенциях, на навыках. What you've learned in university, what you've learned from experience in your jobs. Собственно, также основана на вашем личном опыте, то, чему вас научили в университете, и на том опыте, который вы заработали на своем рабочем месте. So the parks, open space, recreation sector, we think there are about 11 competencies or skills. Мы считаем, что парки, городские пространства и, собственно, сама рекреация, они все основаны на 11 ключевых компетенциях или навыках. Asset management, Управление активами, landscape and amenity horticulture, также садоводчество в части ландшафта и благоустройства, operations and maintenance, операционная деятельность и техническая поддержка или просто поддержание, project management, служение, проектный менеджмент, управление проектами, resource management, natural resource management, управление ресурсами, в частности, естественными природными ресурсами, business acumen, предпринимательская жилка, supervision, надзор, часть персонала, interpretation, education, должная интерпретация и образование, public health, общественное здоровье, leadership and recreation. и рекреация. Предыдущий 10 что вы сказали? Лидерство. Это касается того, как вы управляете своим персоналом. Запишите управление персоналом. Управление персоналом. Вот так. Я думал, надзор, у нас технический надзор есть сверху. Нет, здесь не надо. So they were probably thinking that had to do with some state Managers, supervision. supervisors, So very I generic. said staff management. Yeah. Leadership is something at a higher level. То есть не государственный. Нет, это управление Я персоналом. поняла. Can I have a show of hands for those who are very broadly in the parks, open space? Поднимите руки, пожалуйста, если вы тесно связаны с парками, с пространствами, с рекреацией. Excellent. All right, very good. And if you are not, just apply the concept to the area that you're in. Собственно, и если это так, то вы можете применить вот эту концепцию, экстраполировать данную концепцию на ту область, которая работает. Почему-то слайд обратно не переключается. Можно переключить только вперед. When you apply online. Вот так оно на практике работает при подаче заявки онлайн. People fill out a survey with these competencies,
And it asks them how much experience they have in these areas. Сначала необходимо заполнить опросника, в котором представлен каждый из данных компетенций, и необходимо отметить, какой опыт у вас есть по отношению к той или иной из представленных компетенций. And you also submit your CV, the curriculum people. Также необходимо свое резюме соответствовать. The Academy assesses those competencies, and nobody, very few people have all the competencies. Maybe a landscape architect is strong, resource management, horticulture, landscape and amenity horticulture, asset management. Ну, соответственно, разумеется, не все, и потом Академия оценивает ваши навыки, но, разумеется, каждый отдельный профессионал не всегда обладает всеми компетенциями, возможно, скажем, ландшафтный архитектор, он может быть силен в управлении ресурсами, также в садоводчестве, дендрологии. Дендрологии. Да, в дендрологии, также в управлении активами, но в чем-то другом, возможно, не хватает. Дендрология? Дендрология. Ну, о растениях. Знания. So, and what they need to have is a score of 3.5 out of 5. If they have a relevant degree, they need 3 of these competencies to be 3.5 out of 5 as a score. Собственно, для того, чтобы пройти данную процедуру, необходимо, чтобы на компетенции у вас балл был не менее 3,5, максимальный балл 5. And the scoring is based on experience, so theoretical, a few years, more than 2 years, or they could even teach it. They know it well, they could even teach that area. И на самом деле данная шкала, она основывается на вашем опыте. То есть, когда компетенция или навык отсутствует, присваивается балл 1. Когда на базовом уровне вы владеете знаниями 2, когда есть некий опыт от 1 до 2 лет, 3 значительный опыт, более 2 лет, 4, когда вы уже эксперт и можете обучать других, вы получаете 5-бальную оценку. This is a report to the board on a real person. И вот здесь мы видим фактически отчет об индивиде, человеке, который далее был направлен в наш совет. If we look at their background, they have a diploma in ecology. Давайте посмотрим на историю данного человека. У данного человека есть диплом, он в части экологии. They have experience as an education consultant. Также данный человек работал консультантом по образованию ранее. And this person has 10 years in outdoor recreation, environmental education, zoos and museums. Также у человека 10 лет опыта в других областях, включая такие как наружная рекреация, экологическое образование, зоопарки и музеи. They're currently studying for a PhD, this person. И далее, в данный момент человек обучается для того, чтобы получить PhD, ну или же кандидатскую защиту. So you can see the score that they have is quite strong in interpretation, around education, resource management because of their ecology. И как вы видите, у них баллы достаточно высокие в таком навыке, как интерпретация образования, также управление ресурсами, поскольку данный человек связан с экологией. So they have a score of 3.5 or better in more than 3 areas. Поэтому, как вы видите, у данного человека более чем по 3 навыкам балл более 3,5. And so they would get certification as a certified parks professional. Соответственно, данный человек получил сертификат, прошел сертификацию в качестве и стал сертифицированным профессионалом в области парка.
I've mentioned some partnerships. There are national associations around the world that have wanted to offer their own version of the certified parks professional. Также, как я сказал, мы часто выступаем партнерами других организаций, национальных ассоциаций по всему миру, которые готовы делиться с нами своим видением. You saw the French people, that is Hortus in France. Вы уже, думаю, успели познакомиться с нашими гостями из Франции, которые представляют ассоциацию Hortus. The Australian National Association is the certified parks and leisure professional for Australia. Также австралийская организация Parks and Leisure является сертифицированным профессионалом в области парков в Австралии. And the newest partnership is South Africa. Южная Африка – это вот наш совсем новый и свежий партнер. It just so happens that Bishop Nobeli here will get the very first certificate, South African certificate. И вот с нами присутствует господин Бишоп Нобели, и так получилось, что именно ему будет вручен первый сертификат, подтверждающий то, что он является профессионалом в области парков Южной Африки. South African certified parks professional. Южной Африки. I've mentioned the Academy can also endorse university degrees and programs. Как я сказал, наша академия уже также часто поддерживает или оказывает поддержку университетам и также различным дипломам, которые выдаются университетам. It's the same concept. So the curricula behind that degree would cover some of these areas. Точнее, университетские программы мы поддерживаем, чтобы сказать правильно. Соответственно, в таком случае на каком-то факультете разрабатываются учебные программы, в которые включаются данные компетенции, на основе чего выдается степень или диплом. So this is the first university program is in Malaysia, a university in Malaysia. Вот это наша первая программа, подобная, которую мы реализовали в университете в Малайзии. They have a Bachelor of Parks and Amenity Management. Собственно, их степень называется бакалавр в области парков и управления благоустройством. So a bit like the online survey, they submit a full report to the Academy. Собственно, это то же самое практически, что и опросник онлайн. Необходимо подать полноценный отчет в Академию. Сначала. We send somebody out to visit the university to make sure that's valid. Далее мы отправляем нашего представителя, который с визитом посещает данный университет, убедиться, для того, чтобы убедиться в том, что все соответствует отчету. В тот раз поехал я был этим полномочным представителем. And we thought they had a good program, and so they were endorsed as a program merit. Собственно, нам их программа понравилась, и мы их поддержали. Данная программа называется программа «Заслуги», если дословно переводится. Internationally recognized. Что означает, что данная программа получает признание на международном уровне. The last area is the Academy supports knowledge sharing. Последний пункт моей презентации, как я уже сказал, наша Академия оказывает всестороннюю поддержку обмену знаниями. Particularly by webinars. В особенности посредством проведения вебинаров. Like Zoom. Yes, so you can just go online and there will be a speaker. Собственно, включается Zoom, онлайн. And it's interactive. You can just do it from your home. В рамках вебинара выступает спикер, и вы можете с ним, собственно, в рамках данного вебинара взаимодействовать. And it could be any one of us who's offered to present. Собственно, иногда выступает кто-то из нас, здесь присутствующих. Anyone in this room could have experience with sharing online. И, собственно, я вас призываю к тому, чтобы вы могли поучаствовать в данном опыте и принять участие в данных онлайн-вебинарах. And we can do a range of topics, and they can be recorded so that people can
look at them later. Можем обсуждать различные темы, которые записываются, собственно, потом в дальнейшем мы можем обсуждать то, что мы к чему приходим, когда таким образом. So that's what the Academy does, and what I would like to do here is look at those competencies. Собственно, вот чем занимается наша Академия. А теперь давайте посмотрим на компетенции. I see the Gardens by the Bay is very popular. Gardens by the Bay — это очень популярное место. So we come back to our 11 competencies or skills. Давайте теперь вернемся к 11 компетенциям или же навыкам. And what I thought we might have this discussion is looking at those. I can tell you a little bit more what's behind them, but we would think, are they valid? Собственно, давайте мы пройдемся. Я вам немного могу рассказать, что включает в себя конкретно данные компетенции, и давайте посмотрим, насколько они применимы. What would be the Russian experience for in the area of parks? Would that cover the skills? Как вы думаете, те специалисты, которые взаимодействуют или работают в парках в России, в их деятельность данные компетенции, они включены? Требуются им данные компетенции? Нет, они требуются, но не включены. То есть они необходимы, но они отсутствуют. Они необходимы, но они отсутствуют. Да, во многих случаях. Well, in a minute, those skills or competences are needed or required for our staff and people, but in some cases, our people lack those skills and competences. And remember, you do not need them all. Все сразу отдельным профессионалам данной компетенции не нужны. So could I, yes. could I make a comment? Yeah, because as I was reviewing the Tatarstan projects, one of the results of this Tatarstan project is that participation is now becoming policy for all of Russia. Participative processes. So I'm just wondering, where would that come in, or should that be added? Because it's now policy in Russia. It is there, so it's under. So really learn good public participation in park planning. Собственно, при планировании парков, начну с Димки, сейчас очень политика заключается в том, что привлекается к планированию парков общественность, поскольку, как сказала Элизабет, когда она изучала, скажем, в частности, проект «Результаты в Татарстане» и вообще политику Татарстана, стало понятно, что вот эти все процессы, которые касаются планирования, они, в частности, основаны на взаимодействии с публикой, с широкой публикой. Но это в крупных городах? In major cities. It is. In major cities. Yes. Нет. Not only in major cities, it is. Спорить не будем, каждый свою. Каждый основан на своем практическом опыте. And Irena retorted that, well, let's not argue about that because everyone has their own experience. Очень часто идет проблема манипуляции общественным мнением, то есть создают видимость обсуждения, а по факту продвигают то, что изначально было нужно непосредственно создателям парка. Ну, как политика, манипуляция выбора одного кандидата. Well, she's saying that it is quite often the case that the opinion of the general public is being manipulated because basically they create the idea that basically the general public wants what like those people who are planning actually investing. In some parts, the general public opinion how well it is done in different countries may differ, but the concept is to have a skill in good public consultation. Ну, в каждых странах данный процесс протекает по-разному, но все это основывается на том, что данные процессы должны включать в себя обсуждение на общественном уровне. Процесс должен обсуждаться на общественном уровне. Я поняла вас. Небольшой пример.
Город Владимир. Буквально эта информация идет в прессе, в СМИ. Городской можно набрать Зебра ТВ через сеть. Проблема. Большой парк «Дружба» с природными территориями. Жители проголосовали за парк. Там он и был, парк, уже лет там, 50. Администрации нужны застройщики, которые часть парка будут застраивать. То есть вместо полей, там есть бывшие сельхозполя, будет застройка. Хотя все жители проголосовали против застройки. Это я к тому, что обсуждение было, но по факту его все равно не нивелировали. То есть вокруг парка будет застройка чего-то, домов? Да, да, конечно, новостройка, ну, новый микрорайон. Обсуждение было? Было обсуждение, жители за парк. Но администрация выгодно привлечение... Нет, парк не будет уничтожен, просто вокруг него будут жилые дома. Не вокруг парка, а на территории парка, где сельхозугодья были. Вместо сельхозугодий парк. Но он и был парк. Все преподносится под тем соусом, что да, как будто да. бы... То же самое есть центральный парк города Владимира, который застроили, извините, Ледовым дворцом и сказали, ну был парк, будет сквер. То есть тут стройки. Информации надо да. What she's saying is she can give us a real example. Like we have that city that is called Vladimir in Russia, and there is that park called Druzhba. Part of this park is just plains and meadows. Now, all of a sudden, discussions popped up in media about like building up housing areas, like residential areas around this park on those meadows and plains. And they made it look like people actually voted for that, or people supported the idea of there being residential buildings around it, which she believes was not the case. Also, they have that central park in the city of Vladimir where part of it was taken up by an ice rink, or a hockey rink, big hockey rink. So I understand the issue, and those are good. It's a good example. But ultimately, we want to know how to do that well. So it's a good concept. And I would like Но to тем не say, менее наша основная задача научиться как бы отладить данный процесс, связанный с общественными обсуждениями. yeah, and I just want to say, because I reviewed the project of Tatarstan and the participation process. I don't know if you know of the Tatarstan parks, because it has actually a really well-developed participation process, which is also online. And so I think we'll also visit some parks tomorrow. Like one of the parks they were supposed to build a highway there, and then the activists and the people said, we don't want a highway, and so there are examples where it is the people who have asked for the park to be created. So I think we have different sort of examples, and I did want to say that because I came and studied this example here at the participation, President Putin came to see this park project, and in fact after that he said now participation has to be implemented in all the parks. So I think the idea is that if it's really good participation with a good methodology, it means that it's not going to be, manipulated by the media. So I think the idea is that, to have these really sound and good practices that have been experienced here. So hopefully, that will bring a good process. Yeah. Но на самом деле, как я уже сказал, я ознакомился с вашими проектами в Татарстане. Я также изучил все процессы, которые связаны с общественными обсуждениями. И я вижу, что оно на самом деле работает, потому что сейчас общественность, в частности онлайн, принимает участие в обсуждении. В частности, я знаю про один проект, через который хотели провести шоссе, провести там, трассу, но активисты воспротивились данному действию, и, соответственно, данный проект был отменен. Строительство шоссе или трассы через данный проект было отменено. Также я знаю, что президент России Владимир Владимирович Путин уделяет данному процессу внимания и ознакомивается с этим проектом. Он дал указание, что сейчас при строительстве парков и вообще при всех решениях, которые касаются парков,
А в этом должна участвовать общественность. И, соответственно, если будет отработана должная методология с правильной логикой, то данный процесс будет также работать. He wants to add something. Не добавить предыдущий оратор. Россия – это большая страна, она поделена на разные экономические, на регионы с разным экономическим уровнем. То есть некоторые программы, которые пытаются правительство имплицировать на всю страну, они где-то работают лучше, где-то работают хуже. Кстати, правильно. Татарстан как бы заявлен как лидер в этой части. Я лично на своем опыте, на опыте проектирования парков убедился, что общественное мнение, оно работает. Под руководством при моем участии создавался проект некой рекреации, который был представлен населению в неком виде, но после общественных слушаний, после того, как мы выслушали жителей близлежащего района, этот проект поменялся в корне. То есть в данном случае инициаторами выступили бенефициары этого пространства. То есть пожелание жителей было первостепенно. Какой конкретно? А мы не говорим конкретно. Нет, ну вот я вас говорю, спросила. это общественное пространство внутреннее. Где? Это дворовая территория города Нижнекамска. То есть с нее как бы стартовала программа под названием «Мой двор». Она сейчас... А в чем проблема? Если в ком не поменялось, значит, что изначально профессионалы предложили не эту концепцию? Ну, это, наверное, не проблема, а просто о том, что мы предложили механизм как бы работы. универсальную концепцию, которая может быть применима на любой территории. Well, we could go for simultaneous interpretation now, I think it would work really. Anyway, he's saying that Russia is a vast country and it's comprised of many regions, each having their own economy. And some regions are richer, some are poorer. So Tatarstan is like one of the leaders, or these 8 leaders here when it comes to parks and to other matters. And so some of the programs that come down from above, like from the government, some work better in some regions, but they may fizzle out in other regions or not work out so successfully at the end of the day. So, but I can give you an example where of a project that I was a party to. I was one of the designers, and so initially they were planning to build something. Что они там планировали построить в Нижнекамске изначально? Это дворовая территория. Okay, so это двор. Basically there were talks of the plan was to build like a backyard to or like within or inside these blocks of flats or blocks of apartments to change them. Courtyards, so that's what they call them. But then there were public hearings about that, like at the grassroots level. People got involved in that, and because of the input that they made, the project was changed drastically. And it was not the beneficiaries who introduced the changes. It was the citizens who lived in the areas nearby or who lived in these blocks of apartments that initiated these changes. So he's saying that like the public opinion is really taken into account. And this project Yes, it does work, and it works. That's great. So, thank you, and I think that is a very interesting discussion, and we could discuss more on that. But I think with the time we have, what I would like us to do is think about the skills required of a professional.
Да, мы очень интересные темы здесь обсуждаем, конечно, но поскольку у нас есть ограничения по времени, давайте мы сфокусируемся на тех навыках, которые требуются профессионалам. So what I'm going to do, I'm going to introduce a little bit of structure for us. Давайте представим это структуру. And I'm going to get us to rate collectively how important we think each one of these competencies is. To rank. To rank. Oh, sorry, rank. To rate, sorry. We're going to use a 1 to 5 score. Хорошо, давайте мы поступим следующим образом. Давайте мы коллективно с вами подумаем, насколько каждая из данных компетенций, каждая из данных навыков является для нас важными, уместными в нашей профессии, и по бальной шкале от 1 до 5 оценим один за другим данные навыки вот на этих листах. So we're going On to these use, sheets, right? yes, or up here, if people can read, that will help. Видите здесь? So we're using our expertise and our opinion. И все это должно основываться на наших знаниях и на нашем опыте, нашей оценке. So we will use a 1 to 5 score for each competency. В отношении каждой компетенции мы будем использовать бальную шкалу от 1 до 5. And it will be how much we agree that competency is required of a parks professional. Для того, чтобы понять, насколько мы соглашаемся, что та или иная компетенция требуется профессионалу, который работает в области парков, или человеку, специалисту, который там. One, we strongly disagree. It's not useful. Один означает, что мы абсолютно не согласны, и мы считаем, что данный навык неуместен или бесполезен. Two, somewhat disagree, not very important. 2 означает, да, я не совсем согласен, не совсем важно. Да, в чем ты не согласен? 3, meh. 3 нейтральная позиция. Somewhat agree, somewhat disagree. Не согласен, согласен, не знаю, да, нет. If we choose 4, we think we somewhat agree that it is required. 4 означает, что мы в какой-то степени согласны, что тот или иной навык уместен или требуется. And 5, we strongly agree this should be required for parks professionals. 5 означает, что мы абсолютно согласны, что та или иная компетенция необходима. So if we will go through the 11 competencies, and we'll get an idea from the group collectively, I think, how important we think the competency is. Давайте с вами пройдемся по всем 11 компетенциям и коллективно в рамках групповой работы с вами пройдем в каком-то группу, насколько требуется или необходима та или иная компетенция. Коллективные совместно. So the first that we will score is asset management. Управление активами – это первый пункт. Теперь необходимо дать свою оценку по шкале от 1 до 5. This is the facilities, the circulation systems, Система циркуляции, gardens, здания, что используются, сады, не только здания, но всего физические объекты. Но у нас еще в России есть небольшая ссылка на госзакупки, то есть управление в том числе и финансами. Ну, закупать те или иные для парка необходимые, скажем, технику, растения и так далее. То есть это тоже управление активами. World financial management is also a part of this. She's talking about state procurement, where there are state bids which they put out, like using state funds to procure certain types of equipment. That will come up in another competency. Это относится к другой компетенции, которая последует далее. This is very much about long-term management, when to renew, when you need a new toilet, a new tennis court, how do you maintain if condition. This is
long-term management. Здесь мы больше говорим о долгосрочном управлении теми объектами, что имеются в вашем распоряжении, то есть, скажем, общественные туалеты или общественные туалеты и так далее. Life cycle. Здесь мы говорим больше, знаете, о поддержании жизненного цикла, обслуживания, поддержании в должном рабочем состоянии. When do you need to plan to replace your path system and roads or the sports fields? Ремонт дорог, спортивных площадок и так далее. So let's see how we might go with this. See if we can come up with a collective score. Maybe how many people think one is just not? Давайте коллективно начнем. Вот так вот. Понятие один. Кто считает, что один? Что? Нет, сразу 4. Four, she said. Four, She said. You seeing 4 around the table would seem. Yeah. All right, let's give it a 4. То есть коллективный ответ 4. Коллективный ответ 4. Опять же, есть российская специфика, которую я потом в конце скажу. Okay, Потому что вот маленький момент, вот в управлении, да, если мы говорим там о туалетах каком-то, на некоторых исторических парках есть так называемые объекты, которые в культурное наследие включены. То есть это вообще, ну, как сказать, прощай виселица или как. Ну, очень сложно. То есть с культурным наследием, которое в центре парка есть, исторически, да, поэтому мы даже это просто не обсуждаем. Мы говорим о обычный парк. She's also saying that it is a little bit different sometimes in Russia, because we're talking about historical sites, historical estates and all that. Like pre-revolution estates, it's really different because, you know, like replacing or like a toilet there or a road is real sticky and tricky because of all the value attached. So I quite understand. There are always complexities. Понимаю, всегда такие сложности возникают. Just look at the simple version. Ну мы здесь как бы сначала к этому просто подойдем. Ну да. Let's now look at landscape. Просто говорим о том, что это есть. But there is that also. I mean, habits, which you said, is also like a part of the process. We also find that resource management includes cultural resources. Управление ресурсами, на самом деле, если посмотрите, также включается управление культурами. So some of these issues will То есть ресурсы will be considered under other То skills. есть здесь они разделили ассет менеджмент и ресурс менеджмент. Это разные вещи. Ассет это то, что у тебя есть. Это актив. Грубо говоря, актив, а ресурс это то есть то, что дано, грубо говоря. Было дано. То есть мы имели на этой территории. So let's look at the next one, because I just have an eye on time. Так, у нас тут часы тикают, поэтому давайте перейдем к следующему. Landscape and amenity horticulture. Horticulture, это садоводство. Это садоводство, но Horticulture skills. Да, уход за ландшафтом и благоустройство. Yeah. We have 1-5. Are you a landscape architect? Yes, I have a question though. If we look at a larger sort of ecosystem of biodiversity, should we not also include like species? You know, because if you're creating an ecosystem in a park, if you're talking about biodiversity, which I think is important. So I think landscape, So it's a natural and amenity is a very cultural skill. I think when we get to natural resource management, so this is landscape horticultural skills. Здесь у нас навыки, которые связаны с садоводством и с ландшафтом. Очень важно. Очень важно. Я понимаю, что это навыки, которые нужны для управления парком, которые мы создаем. So these are the skills required. Это, то есть созданный парк.
а не тот, который, допустим, был. То есть, Да не важно. То есть Без о создаваемых, где мы сами Да создаем нет, зеленые это не зоны. имеет значения, мне кажется. No, he's wondering whether these are the skills that are required only for professionals who are creating a park, like in the process. Да, создаете или управляете парком. Planning and creating. Планируете, то есть... Нужно ли обладать знаниями в области... Ландшафтного дизайна? Нет, не ландшафтного, ландшафтного самосугубства. То есть в данном случае нужно ли обладать знаниями там, в дендрологии для того, чтобы создать там зеленую зону? So basically it's about... So it's about... Суть вот такова. It comes down... It somewhat comes down also to whether we should be adept in horticulture or like well versed in horticulture in order to create a Момент, я очень много сталкиваюсь, что ландшафтные архитекторы запроектируют, а как этим управлять, как ухаживать за коверными деревьями, не только не растет, а там невозможно ухаживать. Они так насадят, что у нас российская специфика. Чем больше посадишь, тем меньше получишь. So a good example is that roads sometimes... То есть проблема между проектировщиками и теми, кто ухаживает. Well, a good example is that sometimes landscape architects here in Russia, plant something like a garden or a park, and then they plant the trees there, and the trees don't grow because the landscape architects were not well versed in horticulture. All right, so let's rate it. Let's go Soil to rate it. science. I've just got an idea of the time. Ну, 5. And I'm just wondering also Fine, about fine. sometimes you've got to go over the skill to actually do it, or the knowledge to have, to have the right people doing it. Like I would have the knowledge that you need to know about soil, or, all of these things, but I don't have that knowledge myself because I'm. And that's okay. You see what I mean? So it's knowledge and skills is different. Не обязательно самому быть специалистом. Нужно быть достаточно, нужно знать, когда привлечь должность специалистов при проектировании какого-то парка. How many people thought 5? 5 из вас 5. Yeah, but I think One of the most important. But we have to expand to soils, arboriculture. I think it's arboriculture too. Yeah, it should be expanded. Soil science. Не затыкивать огромное количество насаждений в одном месте. So we have two important ones here. грамотно. Let's look at the third one. У нас не хватает квалифицированных ландшафтников. Знаете, даже если хватает, там другая. Давайте посмотрим на третий пункт. Это операционная деятельность и обслуживание. Но обслуживание тоже очень важный момент. You're going straight to Bishop. So he's saying that maybe we should kind of expand on that to understand it. Get a better idea. So this is maintenance. Maintenance of your parks. Ввиду обслуживания парков. Ну, то, что у нас, допустим, была проблема посадки, а полив не обеспечили. Технические службы, все. Well, we had a problem, like the trees were planted, but they were not watered, and because of that, the plants withered away. And this is understanding the full competence, so that that's done well. 10-20 Необходимо, для того, чтобы что-то было правильно сделано, изначально нужно всесторонне владеть какой-то компетенцией, иметь полное понимание. Понимание есть, но технические службы зарубили поливы. Все. Well, those guys had an understanding at the outset, but the technical guys, for some reason, didn't agree to have like the ordering system. Нет, знания не все нужны. Знания есть, понимание есть, но есть саботаж российский. Sometimes there is expertise and there is like some understanding. Депатаж, что имеете? Саботаж. То есть взяли, отключили воду, ремонт или еще что-то. But sometimes it so happens that for some reason or another, they cut the water supply and what happens. So it is not always perfect, but we agree that having these skills, maintenance skills, is important.
Да, не все всегда идет идеально, но тем не менее навыки в части обслуживания важны, насколько я думаю, на этом мы согласимся. Shall we rate them? Shall we start with Какая оценка по what have I got? 5 4 баллов? fives? 4, 5, 5. This is fundamental to PACS. Является ли это критическим для педагогики? Кстати, деревья стоят миллионы, а главный инженер сказал, все, мы воду закрываем, у нас You know, sometimes you have все trees деревья погибли. which like cost Да, millions да, and да, millions вы of правы. rubles, and then you engineer as a water supply, and they all. Просто это у меня война была история, поэтому я... It is something that period calls Слезами не польешь to 70 home гектаров. or to the quick. So because I don't have enough tears to water those 10 hectares of I didn't have enough tears to water those 10 hectares of land. Oh, there can be issues. In Australia, sometimes no water for many years. Проблема возникает. У нас в Австралии воды иногда годами не бывает. Or you? Yes, exactly. So dead trees. Project management. Let's look at project management. Important. Yes. Planning, developing, including budgets, нахождение и включение бюджета, timelines, временные установления временных рамок, good project management. надлежащий проектный менеджмент. 4 or 5. 4,5. 4.5. 4.5. Именно так. 100%. Я также согласна. Okay, now on a little roll. On a roll. Что Now бывает сразу resource. корректировки. The next one is resource management. Natural resources. Biodiversity. Understanding the big picture. Понимание важности данного процесса. And this also includes cultural resource understanding. Да, входит также понимание культурных ресурсов. Got some fives. Шестой мы обсуждаем? Пятый. Управление ресурсами, то есть природными ресурсами в частности. Так что да, культурные ресурсы включаются в Ну тоже 4. У меня 5 вопросов. У меня с It's вопросом. 5 for Ilya, from Ilya. Probably 4. Probably 4 here. Я Some 4 fours. поставил. Have we got another 4.5? I'm going for 5. What are you thinking? Cultural resources working very well if architects know about these cultural resources and included in project. What about natural resources? Yes, particularly natural as well. Natural and Biodiversity, cultural. water. Of course, architect must include natural resources and cultural resources on a project. If it's included on a project and project relies in a high scope, everything will be okay without the manager. Long term, though, the manager is responsible for a long time. В общем, Yeah, and also Ну, sometimes я могу things сказать, что don't work, and you have to не всеми adjust. ресурсами можно управлять, потому что есть те же экологические внешние, я считаю, что которые от нас если не грамотно зависят. ресурсы, Если предприятие химической промышленности рядом с парком, мы не можем управлять экологией. From experience, То I есть это see 6, предприятие, оно градообразующее, скажем, предприятие химическое. 35 years of experience. How are we doing? Is there some negotiations around the score? Какой балл в итоге? All right. How many for 4? 4. Я 4. 2, 4, 3, 4, 4 fours. And how many for 5? How many are 5? 1, Сколько 2. взяток? 4-5. So 4.5. You want to compromise? Окей. Может, 4,5 в качестве компромисса. Окей. Не всем мы можем управлять человеческие возможности, конечно. It's good. Good discussion. She's saying not all of us have the skill of management. Oh no, she meant that we cannot manage it all because we're limited in some areas.
The next one is business acumen. Предпринимательская жилка. The ability to be business-like in an even if you're public service, to understand the efficiency, finances. Даже если вы работаете в государственном секторе, тем не менее у человека должна быть предпринимательская жилка или же предпринимательский навык, именно знание, компетенция для того, чтобы правильно оценивать текущие возможности, эффективность и так далее. Ну, когда бы я добавил креатив, то да. I would throw in creativity for good measure there. Yes. Business and Innovation. creativity. Инновация, да. Браво, инновации здесь написано. Инновации тоже можно интерпретировать как креатив. It's a good point. It is there. Business innovation. Не больше 4. Потому что если этот человек будет работать там, супер бизнес, это все превратится, этот парк превратится в Диснейленд. Да, подохнут все деревья. Это не Диснейленд, это не Диснейленд. There has to be an acceptance that parks are public goods. Должны быть коммерческими, Don't have to be always commercial. Парки также общественное благо, не должно все зиждиться, основываться на коммерции. Да. Мы говорим, что это не Диснейленд, как во Франции. Здесь Брунс компания сажала деревья. Деревья там просто как антураж, как декорация. They're saying yes, if you have too much business acumen, your park could turn into Disneyland. Like in the Disneyland, это Disneyland park in France where you have trees, but they're just an accompaniment, like in the background. У нас есть и другие парки. Должен быть баланс. And you're saying that parks in Russia are different. Good point. So what score are we going to do this? Давайте оценим. Я 3 балла. 3, 4? Yeah. Over here, 5? 3.5. You are a 3.5? The same. Same. Bishop, what do you think? A 4. You're a 4? 4. I think 3.5 is reasonable. 3,5 Are we around the 3.5 here? Oh, it's interesting. 3,5. We have time for just one or two more, but what I would like to do is capture on some sheets here, just name, position, years of experience, country, so we know where the expertise has come from. Да, у нас еще 2 навыка обсудить есть. Ну, давайте параллельно мы вот здесь на этих листах запишем свои Ф и О, должность, сколько лет опыта у вас имеется, страна и адрес электронной почты. While people do that, let's do another one. Как вы считаете, насколько важен навык управлять персоналом или людьми? То есть управление персоналом парка. Yes. So it's like running or managing the staff at your park. Motivating them, effective use, Мотивация персонала. Может не быть, в наших реалиях это может быть, это может быть и другой человек, который занимается. В наших реалиях это может быть не ты, то есть вы сейчас как себя как руководитель парка оцениваете, да, но это может быть и не ты, а другой человек. Well, he would go for 3 because our realities are like this, if I understood correctly, so that sometimes if you are like the chief manager of a park, maybe sometimes it's not really you managing your staff, but someone else managing them. Извините, мы говорим о надзоре об управлении парком, да? Нет, мы говорим о управлении персоналом. Персонал. Да. Ой, такая сложная история. You're saying that it's Сложно, да. Практически опыт это вообще tough story, ужас. difficult story. Like what we see in practice is a nightmare.
This could be hiring staff, training staff, good performance, looking after your staff well. Вы должны надлежащим образом уметь следить за своим персоналом. Я приведу маленький пример. Федеральное государственное бюджетное учреждение, ну, государственный парк, скажем так, да, исторический, там, 5 парков, 200 гектар, и персонал приходит с липовыми дипломами, купленные дипломы, что они садовники. Раз. Второй, прячутся по кустам, уходят, там контролируют, не контролируют, если это бюджетное учреждение, там, что защита? Значит, прячутся по кустам? Так, ты им даешь задание, а видеокамера есть, тебе звонят охранники и говорят, твои сидят под кустами. То есть вместо того, чтобы работать, они прячутся, они не знают, что есть видеокамера. Это раз. Второе, они уходят вместо, допустим, 5 часов в 4, уже все упаковались и ждут, когда быстрее домой идти. А была другая история, когда наоборот, с 7 до 8 вечера пашут и работают. Это зависит даже не от, ну, контролируют, не контролируют. Те же самые люди. Другие, абсолютно. То есть, ну, мигранты, скажем, да, там, ну, знаете, да, когда привлекают граждан других республик? Ну, да, низкоквалифицированные. Yes, another problem is low qualified labor workforce, sorry, as she mentioned it, because she gave an example of like a big park spanning 200 hectares, and sometimes you have like French horticulture experts right out of university who come, but actually then it turns out that their diplomas and degrees are fake, but because they're looking for a job, so they Уволить не можешь, профессионалист. they fake a diploma, and they don't work properly. They clock out earlier. Instead of like doing their jobs, they just hide behind the bushes, I should say. And sometimes there's other people from other countries, like migrant people, who basically work until 7 or 8 p.m. And she's saying that there is a lot of people who are not motivated, like personnel who are not motivated, who don't want to learn further. So it's a good example, and I think so. What we are saying is to have the skills to hire well in the first place, if you can, and to motivate people, no matter who you have, and train them as you can. And there are always issues, but it's a skill. Ну, собственно, данная наука заключается в том, чтобы изначально подбирать персонал надлежащим образом, и далее, вне зависимости от того, какой персонал был подобран, вы должны правильно их мотивировать. Это ведь тоже наука. I'm just wondering, is it possible? What about training? Let's say that it's part of it. Should we not get type of supervision and training? Обучение как больше как тренинг. Знаете, у меня такой практически в этом плане опыт, я как раз специалист по обучению, да? У меня и профильное второе образование, обучение именно ландшафтному дизайну. И не все могут, были конфликтные ситуации, когда говорят, вы нас третируете, мы не хотим учиться, мы и так все знаем. So is this changing our score? Поэтому здесь очень все. Какой балл? Я не могу сказать. 1-5. 5. How are we doing? What do you think? Вы что The думаете? ability Вы что to думаете? supervise? Практика и реальность это 4 over here. вообще даже не We знаю. got 4 and 5. 4, Some 5. fours here. What do you think, Bishop? You're running with 4s. How are we doing? Maybe 4 overall? Нужно уметь управлять людьми, мотивировать. Ребят, как бы ты не мотивировал, если с тобой есть те, чьи вот эти люди стоят, Это понятно. поэтому I noticed time is almost up. Я обратил внимание, что время нашей сессии почти подошло к концу. ну а следующее будет же продолжение. But there is another session. There is another session if you would like to come back. How many people would like to come back and Сколько carry из on? вас хотят Would you like to come back after? Okay, there's enough. We will finish it. Not all of you maybe. Не хватает навыка, которое можно назвать вовлечение сообщества или же работа с общественностью, вовлечение общественности. Наверное, так. Я бы добавила,
практического опыта у меня со школы в саду Юната занималась и разными парками видела. В России сейчас такая тенденция, какой бы ни был профессионал, могут на работу сейчас в Краснодарской, Московской области взяли на главного управляющего парка художника. Другие парки есть. Город, бывший глава МВД, что в неведомственной охране, стал руководителем парка. То есть берут своих. Поэтому какая бы у тебя ни была компетенция, как бы это все идеально не было. Ну, это мы сейчас это не говорим идеальную ситуацию. Ну, перевести только слово, что мы говорим об идеальной ситуации, потому что в России она может закрыть как должно быть. Yes, как получается, это же But also, they want to point out that the picture that we're painting here is that of an ideal world. Because from country to country it may vary, the situation, the circumstances may vary. Quite right. Да, And we are trying to do the best internationally here. И мы тут стараемся максимально усилить положение. Yeah, I met him. He said we are learning to communicate with our citizens. Да, и там мне сказал, когда я interview, что мы сейчас учимся коммуницировать, общаться с нашими жителями. So thank you everybody. Very good discussion. I better let you have some lunch and I will look forward to